Будущее в кино показывают по-разному, и иногда оно сулит не самые приятные вещи. Но бывает и так, что фантастические фильмы предсказывают появление новых технологий и устройств. За примерами далеко ходить не нужно. «Бегущий по лезвию», «Звездный путь» и «Назад в будущее». В 2018-м смешно смотреть на фантазии тогдашних сценаристов, которые мечтали о путешествиях во времени, сублимированной пицце и оружии, способном расщеплять врагов на атомы. Хотя некоторые предсказания все же воплотились в жизнь. О них я и расскажу. Иногда кажется, что эти технологии повторяют за «Космической Одиссеей», выпущенной в далеком 1968 году. Среди впечатляющих киношных и технических приемов в фильмах Кубрика можно обнаружить и вполне привычную в наше время вещь, которую каждый хоть раз использовал в жизни. Это видеозвонки. Сцена общения героя с дочерью была придумана и показана задолго до появления Skype, FaceTime и других похожих программ. Вторым попаданием в цель можно назвать планшеты с тачскрином, на которых герои играют в шахматы. Экран гаджета видно мельком, но уж больно он напоминает iPad. Кажется, в Apple должны нам кое-что рассказать. Если все это вам кажется просто совпадением, то готовьтесь к следующему. Кубрик предсказал и появление искусственного интеллекта. В фильме это был бортпроводник Хал, который исполнял приказы и реагировал как человек. Правда, потом он решил, что людишки не нужны. Не знаю, насколько реальна угроза, но у нас уже есть Siri, Google Assistant и Alexa. А развитие искусственного интеллекта пугает даже Илона Маска. Все, чуваки, мне пора. Выпущенная в 2002 году кинолента Спилберга «Особое мнение» показывает зрителю небывалую по тем временам технологичность. Том Круз управляет компьютером с помощью жестов, размахивая руками в воздухе. Видно, как он свайпает и растягивает изображение, чтобы приблизить. Вроде бы типичные действия для пользователя современного смартфона, но было ли это так очевидно в 2002 году? И вдобавок все это на голографических дисплеях. В другой стороне мы видим подобие таргетированной рекламы, где герою, среди прочей информации, предлагают пиво Гиннес. Стивен Спилберг рассказывал, как он консультировался с дизайнерами, футуристами и рекламистами, чтобы представить, как будет выглядеть мир будущего. Хотя советчиком в данном вопросе вполне мог выступить Док Браун из фильма «Назад в будущее». Фанаты этой трилогии уже давно составили список предсказанных ею вещей. Это ховерборды, умные очки, смарт-часы, VR-гаджеты и кроссовки с автошнуровкой. Но обо всем по порядку. Большинство гаджетов зритель видит в фильме «Назад в будущее 2». Когда Док Браун прибывает из далекого 2015 года, Марти замечает на нем стальные очки на пол-лица, а потом и сам их примеряет. Потом оказывается, что с помощью устройства можно разговаривать по телефону и играть. Сейчас такие функции сочетаются в VR-гарнитурах и смарт-очках, но откуда знали об этом создатели в 1989 году, неизвестно. В сцене, где герои сидят в машине, прячась от дождя, Док смотрит на часы и сообщает с помощью прибора на руке, когда дождь окончится. Ничего не напоминает? А ведь смарт-часы появились лет 5 назад. В фильмах «Назад в будущее» немало предсказаний. Смерть CD, камеры-дроны, использование биометрии для безопасности, плоская техника и атрибуты умного дома. Есть даже теория о том, что трилогия предупреждала мир о теракте 11 сентября, но это уже другая история. Мне пока не очень верится, что меньше чем через столетие человечество будет жить и работать на Марсе. Но не все в этом фильме такое же фантастическое. В 1990-м казалось выдумкой, что достаточно только сказать адрес, и машина отвезет тебя в пункт назначения. Но сейчас уже большинство автогигантов разрабатывают беспилотные автомобили. Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Nissan, даже Google. Я знаю, что вы сейчас спросите, а где же «Звездные войны?» И будете правы, ведь сей киношедевр тоже повлиял на современные технологии. В 4-м эпизоде появляется голограмма принцессы Леи, которая обращается за помощью к Оби-Вану в 1977 году. Конечно, на массовом рынке голографических устройств не так много, а их возможности пока что ограничены, но прогресс не стоит на месте. В любом случае, на YouTube есть много роликов, как сделать DIY голограмму, так что дерзайте, если очень хочется.
Кроме невероятно зрелищных битв, в «Звездном пути» показано много фантазий на тему технологий будущего. Самое знаковое — карманный коммуникатор, который вскоре стал реальностью. В третьем фильме «Star Trek. В поисках Спока» капитан Кирк использует устройство, похожее на телефон-раскладушку. Изобретатель первого смартфона, Мартин Купер, признался в интервью журналу Time, что именно это устройство вдохновило его. Внимание привлекает еще и беспроводной наушник, который служил приемником для героев вселенной «Звездного пути». Сейчас Bluetooth-наушники есть чуть ли не у каждого. Не обязательно быть для этого членом экипажа Enterprise. С тех пор, как во флагманах стал пропадать мини-джек, у владельцев смартфонов просто не осталось выбора. Пришлось покупать беспроводную гарнитуру. А если хочется достигнуть максимальной скорости с героями Star Trek, советую, кроме всем известных AirPods и Samsung Gear Icon X, попробовать беспроводные вкладыши Sony Xperia Ear Duo. Помните, как в «Пятом элементе» 1997 года Лилу проходила везде с помощью мультипаспорта? Такого себе документа, что совмещает идентификацию, возможность платить и может использоваться при межзвездных путешествиях. Хоть от последнего мы все еще далеки, но в остальном мультипасс реален, и он в наших телефонах. Да, я говорю про Apple Pay, Google Pay и прочие системы, которые с помощью NFC позволяют совершить любую покупку в магазине. Мы живем в захватывающее время, когда фантазии нашего детства становятся реальностью. А что из фантастики вам хотелось бы увидеть сегодня? Я вот жду телепорты и летающие машины. Хотя вот Ростер уже летает в космосе.